Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы продолжаем говорить про русские предлоги и поговорим про предлоги, которые встречаются в предложном падеже. Конечно же, в первую очередь предлог «о» или «об», «оба». Если вы помните, в предложном падеже основные вопросы о ком или о чем. Думать о чем, мечтать о чем, спорить о чем, говорить о чем и так далее. То есть, когда мы хотим сказать тему нашего разговора, нашей беседы и прочее. Следующие предлоги: предлог «в» и предлог «на». Предлоги места. Где ты был? Я был в театре, я был на стадионе. Об этих предлогах «в» и «на» я делала отдельное видео, посмотрите, все очень подробно. Когда нужно говорить «в» и когда нужно говорить «на». Следующее. Предлоги «в» и «на» тоже обозначают время. В каком месяце? В каком году? Обязательно в каком году, когда мы указываем только год. В каком году ты родилась? Я родилась в 1987 году. Или в каком месяце? В этом месяце нам нужно закончить проект. Или в январе в России обычно очень холодно. Ну и давайте возьмем меньший промежуток. Занятия начинаются в половине 10-го. Это значит в 9:30. Предлог «на» тоже предлог времени. Например, на прошлой неделе, на этой неделе, на следующей или на будущей неделе. На рассвете, на закате. На рассвете я еще сплю. Мы ужинали на закате. На этой неделе я буду отдыхать. Еще один предлог времени предложного падежа – это предлог «при». При Петре I был построен Санкт-Петербург. То есть при ком? Не говорите об этом при мне, то есть когда я нахожусь здесь. Или я готов повторить это при свидетелях, когда свидетели будут. Но также предлог «при» встречается в конструкциях при желании, это значит, если будет желание, при жизни, то есть во время жизни, при условии, если будет такое-то условие. И еще в словосочетании «иметь при себе». Например, сколько у вас при себе денег? Так могут спросить полицейские или сотрудники таможни. В этот момент при мне не было паспорта. Вот и все. Предложный падеж называется предложным, но у этого падежа не так много предлогов. Зато основные вопросы предложного падежа о ком, о чем? Вопросы, которые содержат предлог. Поэтому мы его и называем предложный падеж. На этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте учить русский язык вместе. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.